Юному Альберту Эйнштейну все оказалось далеко не так просто в начале его пути. Родившись в 1879 году в городе Ульм в королевстве Вюртемберг, он удивительным образом посмотрел на окружающий мир, когда совершенно случайно натолкнулся на загадку детства, которая озарила его разум. Компас с его магической стрелкой поразил воображение пятилетнего Альберта, пробудив непроходящее восхищение невидимыми силами природы. Родители в жизни маленького Эйнштейна сыграли разные роли. Отец, Герман Эйнштейн, инженер и предприниматель в области электрооборудования, оставил сыну наблюдательность и рациональное мышление. Мать Паулина привила любовь к музыке, обучив его игре на скрипке, что в свою очередь развивало концентрацию и внимание мальчика. Образовательный путь Альберта не был простым и прямолинейным. Вначале он учился в католической начальной школе, затем в гимназии Луитпольд в Мюнхене, однако его отношение к учителям не всегда было гармоничным, что в итоге привело к тому, что у него осталось отсутствие аттестата после переезда в Италию в 1894. Однако тяга к знаниям выявляла себя вскоре. Альберт продолжил образование в швейцарской школе в кантоне Арау, а в конце концов оказался в высшей технической школе Цюриха. Любовь к самостоятельному обучению и труды таких титанов науки, как Исаак Ньютон, сформировали его будущий путь. Альберт не сразу стал революционером, но его упорство и труд постепенно начали приносить плоды. В начале 20 века, после окончания учебы, Эйнштейн осмелился вступить в мир научных открытий, но мало кто знал, что его стремление к неизвестному было заложено гораздо раньше. В следующем шаге мы посмотрим, как его странные идеи изменили привычную нам физику. Мирная революция. К началу 20 века Альберт Эйнштейн работал младшим экспертом в патентном бюро в Берне, совершенно не подозревая, что станет автором одной из самых великих интеллектуальных революций в истории. Именно в этом швейцарском городе он сформулировал специальную теорию относительности, удивившую мир на самом рассвете нового века. Теория основывалась на двух ключевых постулатах. Законы физики одинаковы для всех инерциальных систем отсчета, и скорость света остается постоянной независимо от движения источника. Не все понимали, но это открытие изменило само восприятие времени и пространства, сведя их в единое пространство-время. Особенно потрясательно выглядела его формула E равна mc2, которая доказала эквивалентность массы и энергии и стала символом научной революции. Классическая механика Ньютона, столетиями считавшаяся незыблемой, оказалась лишь приближенной теорией, объясняющей мир при низких скоростях. В условиях высоких скоростей, подобных скорости света, понадобилась новая физика. Но не все дыры были залатаны. Эйнштейн понял, что необходимо ответить на вопрос о гравитации. На это ушли предстоящие годы его жизни. В 1915 году, десятилетия спустя, он представил общую теорию относительности, обрисовавшую гравитацию как искривление пространства-времени, а не традиционную силу. Впереди его ожидали новые загадки и их решения. Какие именно? Следующий шаг раскроет новые горизонты его гениальных открытий. Неизвестное творчество. Это трудно поверить, но Альберт Эйнштейн своим более ранним исследованием фотоэффекта в 1905 году дал миру ключ к пониманию квантовой природы света. Именно тогда родилась идея о световых квантах, то есть фотонах, что стало краеугольным камнем квантовой физики. В 1917 году он расширил свои идеи, предложив основы индуцированного излучения, которые впоследствии привели к созданию лазеров. Этот вклад — одно из тех открытий, что в то время оставались неоцененными до конца. Хотя его начинания в Бернском патентном бюро и стали закалкой для его мышления, к моменту появления этих идей Эйнштейн уже давно проникся международным научным уважением. Он мог менять восприятие не только в сфере физики. В 26 году со своим коллегой Лео Зилярдом они создали нечто неожиданное — новый тип холодильника. Их изобретение, первое экологически безопасное устройство, не получило широкого применения, но само по себе стало ярким примером креативности ученого. Влияние Эйнштейна на различные научные области было беспрецедентным, его идейный багаж стал катализатором для революционных технологий, которые оценили только через десятилетия. Но он никогда не ограничивался чистой наукой. Ни один из его проектов не был заглушен его интересом к более масштабным вопросам человечества и общества. Такой дуализм является неотъемлемой составляющей гения. Где же он в следующий раз бросил вызов как себе, так и миру вокруг? Это направление его размышлений не оставило безразличным тех, кто стоял рядом с ним в трудные и значимые времена. Личная война с войной. В эпоху Великих войн Альберт Эйнштейн выступал как голос пацифизма. Его убеждения сформировались после ужасов Первой мировой войны, когда он активно проявил свои гуманистические взгляды, подписав манифест профессоров-пацифистов. Позднее, с приходом нацистов к власти в 1933-м, Эйнштейн, будучи евреем, осознал уязвимость своего народа перед агрессией и прибыл в США.
Эйнштейн понимал, что достижения науки могут быть использованы как в добрых, так и в недобрых целях. В 1939 под влиянием группы физиков во главе с Лео Жилардом он подписал известное письмо президенту Рузвельту, предупреждая о ядерных исследованиях в нацистской Германии. Временами его пацифизм сдавал обороты, признавая необходимость действовать против угрозы фашизма. После окончания Второй мировой войны и применения атомного оружия на Хиросиму и Нагасаки Эйнштейн вновь неуклонно поддерживал идеи разоружения и мира. Его призывы к миротворчеству стали еще более страстными, направляя мировое внимание на важность гуманизма. В его письмах и высказываниях эволюционировало отношение к милитаризму от решительного пацифизма к временной прагматичной позиции и обратно к твердому убеждению в необходимости мира. Но участие Эйнштейна в событиях того времени не ограничивалось лишь размышлениями о войне. Захватывающие события вокруг ученого не замедлили настигать его и в более спокойные периоды жизни. В его жизни присутствовал важный элемент, который преломлял физические уравнения в мир чувственной красоты, что привело к неожиданным результатам. Эйнштейн и музыка. Музыка сопровождала Альберта Эйнштейна с детства, но его любовь к скрипке началась в 6 лет под руководством учителей, даже несмотря на то, что поначалу гармония уроков казалась ему скучной. Его мать, пианистка Паулина Эйнштейн, сыграла ключевую роль, пробуждая в сыне интерес к музыкальному миру и поддерживая его творческие начинания. Эйнштейн особенно почитал музыку Моцарта, Баха и Генделя, находя в их произведениях идеальные сочетания строгой архитектоники и гармонии. Вдохновленный этой музыкальной красотой, он часто брал скрипку в руки перед тем, как приступать к сложным научным задачам. Музыка, по его признанию, настраивала сознание на гармоничную волну, помогая отодвинуть суету и сосредоточиться на решении исследовательских задач. Нередко Эйнштейн носил скрипку с собой в поездке. Во время научных собраний он находил минуты для совместного музицирования с коллегами, такими как Макс Планк и Макс Борн. Эти импровизированные концерты помогали наладить дружеские отношения и обмениваться идеями в неформальной обстановке. В особенности запомнился случай, когда Эйнштейн дал благотворительный концерт, направляя вырученные средства на поддержку эмигрировавших ученых. Так выходило, что скрипка оставалась не только личным источником вдохновения, но и мощным средством культурного и научного обмена. Этот смычковый инструмент оказался тем звеном, которое связывало его научную работу с основами человеческого творчества. Но музыка была лишь одним из аспектов многогранной личности Эйнштейна. В ней отражались другие, совершенно не менее значимые элементы его жизни. Тайны переписки. Переписка Альберта Эйнштейна раскрывает его многогранность и сложные связи с ближними, а также обществом в целом. Особенно интересными кажутся письма к его первой жене, Милеве Марич. В их отношениях присутствовали не только страсти, но и ироничная дистанция. Марич часто отвечала в сдержанном тоне, отражая смешанные чувства и сложный узел творческого взаимодействия. Несмотря на упоминания о совместной работе, их взаимодействие касалось в большей степени личных, а не научных тем. Исследования показывают, что Марич не принимала активного участия в создании теории относительности, хотя сама переписка раскрывает трогательные совместные усилия в других аспектах их жизни. Важно отметить, что мать Эйнштейна была против этого союза, называя Милеву хромоножкой. История их первой дочери, Лизерль, добавляет печальные ноты. Сложности, связанные с ее рождением и судьбой, остаются окутаны тайной. Известно лишь, что девочка умерла в младенчестве от осложнений после скарлатины, либо была передана на усыновление, что подтверждает нелегкость их совместного пути. Не менее значимы письма Эйнштейна к другим женщинам и коллегам. Эти строки полны юмора, романтики и философских размышлений, позволяя взглянуть на ученого как на человека чувствующего, мыслящего, глубоко переживающего события своего времени. За этими посланиями открывается его интерес к философии, социальной справедливости и актуальным вопросам общества, что демонстрирует его как личность, стремящуюся за пределы науки. В его следующих шагах скрывалось много удивительных открытий, ожидавших своего часа. Больше, чем физик. Интересен не только вклад Альберта Эйнштейна в науку, но и его философские, гуманитарные и политические взгляды. Он был убежденным пацифистом и выступал за идею мирового правительства как способ предотвращения войн, осуждая национализм и милитаризм. Уже в 1933 году, когда нацисты пришли к власти, Эйнштейн отказался от немецкого гражданства и эмигрировал в Соединенные Штаты, став гражданином в 1940-м и затем помогал еврейским беженцам. До прихода к власти Гитлера Эйнштейн был сторонником полного разоружения и критиковал ограниченные меры Лиги наций. Однако с началом Второй мировой войны его пацифизм приобрел более прагматичный оттенок. В 1939-м, узнав о нацистской ядерной программе, он подписал с Лео Зилардом письмо Рузвельту, призывая начать разработки атомного оружия в США. После окончания войны он посвятил себя идеям разоружения и мирному использованию ядерной энергии, напоминая миру о важности гуманизма. Философские взгляды Эйнштейна касались также взаимосвязи между наукой и религией.
Он часто говорил, что наука и религия, под которой он понимал глубокую духовность и чувство чуда, дополняют друг друга. Эта мысль отражена в его известной фразе «Наука без религии хромая, религия без науки слепая». Также он поддерживал идею сионизма, но был против создания отдельного еврейского национального государства. Он мечтал о совместном сосуществовании с арабским населением под международным контролем. Эйнштейн остается не только символом научного прогресса, но и примером человека, стремящегося к гармонии и справедливости в мире. Его гуманистические идеи неизменно переплетались с его научной деятельностью, придавая ей уникальную глубину. Какое наследие оставил ученый будущим поколениям вопреки распространившимся мифам и легендам? Мы скоро окажемся у истоков этой сложной истории. Мифы и легенды. Альберт Эйнштейн не всегда вписывается в привычные рамки. Одним из ярких искажений его истории является утверждение о неудачнике в школе. На самом деле, в вопросах математики и физики он опережал школьную программу и имел отличные успехи, отличаясь трудностями лишь с французским, географией и рисованием. Также можно упомянуть об эпизоде с его попыткой поступления в швейцарскую высшую политехническую школу Цюриха. Недобор баллов по предметам, не связанным с его увлечениями, не позволил ему пройти с первого раза. Но через год он уверенно восполнил пробелы и стал студентом, подтвердив свои способности. Эйнштейн часто обсуждается как критик вероятностной интерпретации квантовой механики. Однако его вклад в теорию квантов остался весомым. Он объяснил фотоэлектрический эффект, тем самым получив Нобелевскую премию. Это подчеркивает его глубокое понимание инноваторства, даже несмотря на скептицизм к некоторым аспектам теории. Мифы окутывают и роль Эйнштейна в создании атомной бомбы. Эйнштейн писал президенту Рузвельту о возможности ядерных разработок в Германии, тем самым косвенно способствуя началу Манхэттенского проекта. Позднее он сожалел о последствиях, став активным противником ядерного оружия. Эти и иные ошибочные стереотипы не затмевают истинного образа ученого, чье наследие восхищает и вдохновляет вот уже более 100 лет. Он оставил нам не просто науку, но развернутый взгляд на человечность и мироустройство. Даже сегодня его идеи продолжают поражать и вдохновлять на новые горизонты. Эйнштейн, гражданин мира. Альберт Эйнштейн, чье имя ассоциируется с научными открытиями, был также ярым приверженцем идеи мирового единства. Вместо недоказанных утверждений о его активном участии в деятельности Лиги наций следует подчеркнуть его убежденность в том, что национализм и границы усугубляют разобщенность и конфликты. Эйнштейн считал, что крупные государства должны делиться суверенитетом для создания мирового правительства с реальными полномочиями, способного предотвращать войны. Этот гениальный ученый часто выражал озабоченность необходимостью международного контроля, особенно после ужасов Второй мировой войны. Эйнштейн верил, что только объединение государств под единым мировым органом может привести к прочному миру. Его критика ООН заключалась в том, что без передачи части военного суверенитета реальной силы достичь невозможно. Несмотря на то, что Эйнштейн не поддерживал прямое общение с множеством политиков, его взгляды влияли на дискуссии среди международных элит. Его письмо президенту Рузвельту в 1939 о необходимости контроля за ядерным оружием – яркий тому пример. Он настоятельно предупреждал о расовой дискриминации, особенно в США, и активно выступал против антисемитизма, участвуя в американских организациях за гражданские права. Эйнштейн оставил глубокое наследие не только как преобразователь физики, но и как сторонник глобальной солидарности. Его идеи продолжают пробуждать в людях стремление к единству и справедливости. Наследие Эйнштейна – это не только формулы и теории, но и отражение его видения мира, где совместное существование возможно без границ и предвзятости. Как же его идеи воплощаются в нашу современность и какие неизвестные открытия еще ждут своего часа? Наследие Эйнштейна. Наследие Альберта Эйнштейна настолько велико, что трудно переоценить его влияние на современную науку и технологию. Как основоположник теории относительности, Эйнштейн изменил наше представление о гравитации, времени и пространстве, став краеугольным камнем теоретической физики. Его идеи оказали значительное воздействие на понимание гравитационных явлений и макроскопических масштабов, которые сегодня мы изучаем в контексте черных дыр и гравитационных волн, существование которых подтверждено лишь спустя десятилетия после его предсказаний. Эйнштейн также сыграл ключевую роль в формировании квантовой механики благодаря своим работам о фотоэффекте. В начале 20 века он предположил, что свет обладает квантовой природой, заложив теоретические основы, которые позже будут развиты и приведут к созданию лазеров и других технологий, таких как светодиоды. Эйнштейн также показал, что энергия и масса взаимопревращаемы, как указано в его великой формуле E равно m умноженное на c в квадрате. Хотя эта формула сыграла важную роль в развитии ядерной физики и создании атомной
ядерной энергии, путь к атомным электростанциям был проложен трудом многих ученых, работающих после него. Интересно, что его работы также оказали влияние на современные технологии, такие как системы глобального позиционирования, точность которых достигается благодаря учету эффектов общей теории относительности, что вызывает восхищение даже в повседневной жизни. Ядерная медицина, развившаяся отчасти благодаря теоретическим работам в области ядерной физики, получила как минимум косвенную поддержку от открытий Эйнштейна. Его величие заключается не только в конкретных научных трудах, но и в способности вдохновить новое поколение ученых поиском новых горизонтов и переосмыслением нашего понимания Вселенной. Эти научные достижения — лишь верхушка айсберга. Рядом с Эйнштейном работали многие умы XX века, чьи науки часто остаются в тени. Эта история приведет нас к малоизвестным героям, которые, подобно Альберту, внесли свой незаметный вклад в историю. Скрытые гении рядом. В тени славы Альберта Эйнштейна стояли не менее выдающиеся умы и друзья, оставившие свой след в науке. Одним из таких был Марсель Гроссман. Родившись в Швейцарии, он стал для Эйнштейна неоценимым партнером в освоении сложных математических концепций, таких как Риманова геометрия и тензорный анализ. Их сотрудничество началось еще в студенческие годы, когда Гроссман помогал Эйнштейну разобраться в премудростях общей теории относительности. Именно своими математическими познаниями Гроссман наметил базис идеи, но Эйнштейн сам продолжил доводить теорию до совершенства. Среди близких к Эйнштейну людей была его первая жена, Милева Марич. Их отношения порой ставятся под вопрос, особенно в контексте ее участия в его научных работах. Историки продолжают дебаты, но одно остается очевидным. Милева была важной поддержкой в жизни Эйнштейна на ранних этапах его карьеры. Еще одним ярким умом той эпохи был Питер Дебай, нидерландский физик и химик, внесший огромный вклад в понимание структуры кристаллов и молекул. Хотя он не был напрямую связан с Эйнштейном или его теорией, его исследования стали важной частью научной мозаики XX века. Наследие Эйнштейна в будущем превзошло все ожидания. Сегодня его теории, особенно общая теория относительности, нашли применение в самых разнообразных технологиях, от астрофизики до системы глобального позиционирования. Кажущийся раньше лишь абстрактной концепцией, его вклад оживает в наших устройствах и спутниках, прокладывая дорогу для новых открытий и вдохновляя современные и будущие поколения ученых. Но каким образом эти научные чудеса воплощаются в жизнь, это уже другая история, полная оригинальных решений и неожиданных возможностей. Эйнштейн сегодня. Глобальная позиционирующая система или GPS. Это удивительный пример того, как теория Эйнштейна нашла применение в нашей повседневной жизни. Эти технологии заметно точны благодаря учету сразу двух эффектов относительности. Из-за большей скорости движения спутников их время замедляется, как предсказано специальной теорией относительности. Но на орбите часы идут быстрее по сравнению с земными из-за меньшего гравитационного поля, что связано с общей теорией относительности. Итоговая поправка, которую спутники синхронизируют с Землей, гарантирует точность навигации. В ядерной медицине принцип E равно mc в квадрате важно отразился в использовании радиоактивного распада для диагностики и лечения. Хотя Эйнштейн не работал непосредственно в области радиоактивности, его идеи о взаимосвязи массы и энергии создали основу для применения таких технологий в медицине, где они нашли широкое применение именно через дальнейшие достижения в ядерной физике. Эйнштейн также внес значимый вклад в квантовую теорию. Его работа о фотоэффекте, за которую он получил Нобелевскую премию, значительно продвинула понимание световых квантов и положила основы физики, благодаря которым позже появились лазеры. Хотя связь Эйнштейна с современной волоконно-оптической связью опосредована, его идеи поддержали развитие технологий, которые мы используем сегодня для передачи данных. Предсказания общей теории относительности дали толчок к исследованиям черных дыр. Эти астрономические объекты, описание которых стало возможным благодаря работам, развивавшим идеи Эйнштейна, продолжают поражать наше воображение. Гравитационные волны, подтвержденные лишь недавно, также имеют свои корни в его трудах. Хотя он и скептически относился к их физической реальности, современные открытия подтвердили их существование. Итак, Эйнштейн и сегодня остается за кулисами многих чудесных технологий, которые окружают нас. Его наследие активно в каждом GPS-навигаторе и медицинском приборе. Это лишь начало пути, вдохновленного научными идеями, чьи технологии продолжают развиваться, обещая новые горизонты.